Всем привет, с вами Даша, и это Дневник ароматов. Сегодня у нас подборка ароматов с нотой винограда. Прежде чем приступить к теме видео, напоминаю, что сделать ваш парфюмерный шопинг более выгодным вы можете, используя мои промокоды. Промокод 10 Мале дает скидку 10% в интернет-магазине парфюмерии и косметики Рандеву. Также используйте мой промокод на скидку до 7% в интернет-магазине Арома Бутик. Мои промокоды суммируются со всеми скидками и акциями на сайтах. Все подробности в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а мы начинаем. И открывает сегодняшнюю подборку аромат Terre des Sarmants от бренда Frappin. Мне очень нравятся их фирменные пробники, они выполнены из качественного стекла и очень приятное распыление. Это очень красивый темный виноград, сочный, уже подбродивший, за счет чего, конечно же, создается ощущение красного вина. Аромат воссоздает атмосферу винного погреба на юге Франции. Это настоявшееся красное вино в дубовых бочках, это дорогая древесина, это смолы, легкая дымность. И теплоты придают пряности. Здесь у нас и тмин, и корица, и мускатный орех. И все это вместе в сочетании с этой фруктовой сладостью винограда, с этой винностью, дает согревающий эффект. Аромат очень уютный, обволакивающий, очень атмосферный. Прекрасный парфюм на холода, и это стопроцентный унисекс. Вижу его и на мужчине, и на женщине. Также здесь есть легкая белоцветочность. Представьте, что вы выходите из винного погреба после дегустации вина, и вас встречает благоухание нероли флёр-д'оранжа. Очень уютный согревающий аромат с яркой нотой винограда, и это именно подбродивший сладкий виноград, который трансформировался в красное вино, в дорогое настоявшееся красное вино в дубовых бочках. Дорого звучащий аристократичный аромат, который прекрасно подойдет на холода, будет вас согревать, будет уносить вас в эту атмосферу юга Франции, винных погребов, виноградных и апельсиновых рощ. В общем, обязательно познакомьтесь. Это дорого звучащая, красивая алкогольная история, причем алкогольность здесь не утомительная, здесь вообще всего в меру. Идеальный баланс пряностей, древесности, смолистости, даже легкий дымок присутствует. И какая же здесь красивая сладость винограда, сладость этого красного вина. Мне аромат очень понравился, и вообще бренд Frappin очень радует своими ароматами. В общем, настоятельно рекомендую познакомиться. Просто must-have на холода для любителей ароматов на тему красного вина, таких пряных, согревающих, смолистых композиций. Обязательно присмотритесь. Следующий аромат – это Vignes del Vero от бренда Parfum de Gewürztraminer. Надеюсь, что правильно произнесла название. Как же это сочно, искристо и звонко. Стартует аромат брызгами фруктов. Здесь у нас и виноград, и личи, и цитрусы. Причем виноград для меня вначале недоспевший, такие зелененькие ягодки, аромат травы, покрытой росой, свежих утренних цветов. Здесь у нас нота ландыша, которая дает аспект чистоты, такую цветочную нежность. Ощущение, что вы прогуливаетесь с утра по саду какого-то богатого особняка, в котором есть своя виноградная роща, множество цветов высажено, воздух еще прохладный, свежий, это утро. И по мере раскрытия виноград как будто бы созревает. Он заслащивается и постепенно превращается в легкое искристое белое вино, в котором алкогольности очень мало. Это то вино, от которого не заболит голова. Здесь все-таки больше сочности винограда, нежели алкогольности. И по мере раскрытия вот эта искристость и звонкость первоначальная, она смягчается, и аромат в целом запудривается, становится более нежным, все больше ландыша. Такая нежная, сладковатая пудровость. Аромат уже сладкого винограда или легкого белого вина. Это очень мило, очень женственно, в аромате много воздуха. Это комфортный, приятный аромат на любой сезон. Единственное, он сидит близко к коже, яркого шлейфа я не заметила. И стойкость у него средняя, где-то 5 часов на моей коже. Но как это красиво, как это воздушно, как это природно. Это цветущий утренний сад с виноградными рощами. И бокальчик легкого белого вина. Красивый аромат, особенно учитывая, что бренд не парфюмерный, а алкогольный, то есть эта компания производит вина, насколько я знаю, и также они выпустили вот такой интересный парфюм. В общем, это очень интересно. Освежающий, кисло-сладкий аромат, очень нежный, который стартует сочно, а дальше очень красиво запудривается. Обязательно присмотритесь, аромат очень понравился. Я не видела ни одного обзора на этот парфюм, так что довольно-таки редкая история, и аромат действительно оказался
очень даже достойным. Следующий аромат – это Sag Harbor от Bond номер 9. Тоже достаточно редкий парфюм, на который я вообще не видела обзоров русскоязычных. Это тоже красивая всесезонная история на тему винограда. Это сочный красный виноград и сама виноградная роща. То есть здесь я ощущаю и зеленые листики, и цветущие сады благоухающие. Здесь очень красивая нота пиона. Есть здесь и зеленая природная свежесть, и красивая сухая древесина. Здесь у нас нота уда заявлена, и действительно по мере раскрытия он появляется. И он очень красиво обрамляет вот эту сладкую фруктовую историю. Красивый, не банальный аромат. Здесь спелый, сладкий красный виноград. Красиво оттеняется благоуханием свежих пионов. А уд добавляет приятной древесной шершавинки, какой-то благородности и статусности в звучании. Аромат в меру сладкий, при этом в нем есть и терпкость. Он не уходит в какую-то алкогольную винную историю. Для меня это все-таки аромат действительно виноградной рощи, цветущих садов, распустившихся пионов и очень красивая благородная древесность. Очень красивый аромат, от которого не устаешь. Универсальная история, в принципе, на любой сезон и на любой случай. Неплохая стойкость, где-то 7-8 часов на моей коже, но яркого шлейфа нет, он достаточно тактичный. Первые пару часов он шлейфит, но далее он усаживается уже ближе к коже. Но в целом это достойная композиция. Обязательно присмотритесь, аромат не избитый, очень красивое сочетание винограда, цветочности и уда. И завершает нашу сегодняшнюю подборку аромат Ivre de Vie от Homo Elegans. Это очень необычный аромат, который я не рекомендую покупать вслепую, конечно же. Аромат, конечно, очень нишевый и для любителей альфакторных экспериментов, я бы так сказала. Здесь очень яркий дымный старт. Здесь есть очень интересная редкая нота, нота винила. И я действительно здесь слышу запах винила в начале, а также запах горелой проводки, либо запах закоптившейся резины. Вот что-то такое здесь присутствует. Дымность от пластмассы или резины. Винил. Я знаю, как пахнет винил, поскольку у нас дома были виниловые пластинки, когда я была маленькая. Папа очень любил слушать музыку на виниле. И действительно, я ощущаю здесь запах винила, он очень натуралистично передан. И все это в окружении очень яркой алкогольности. Здесь вообще заявлена нота ликера, но я здесь слышу красное вино, очень насыщенное, очень терпкое красное вино. Эта терпкость винограда, я бы даже сказала, что это виноградный жмых, в котором сладости уже почти нет, но ощущение вот этой терпкости и подбродивших ягод. За счет чего все-таки я здесь больше представляю именно красное вино, очень насыщенное. И помимо этого, здесь яркий дегтярный аспект присутствует, который нам дает нота березы, то есть ощущение, что в бокал с крепким красным вином, очень терпким, добавили еще несколько капель березового дегтя. Вот действительно. А по мере раскрытия я еще улавливаю здесь ноту уда, хоть уд и не заявлен. Я бы сказала, что это аромат вечеринки в доме у аристократа. На этой вечеринке слушают музыку исключительно на виниле. Пьют исключительно дорогое красное вино. Такой приличный, хорошей выдержки вино. В доме мебель из самых дорогих пород дерева. И много старинных книг. Вот такие ощущения дает мне этот аромат. Также в этом доме повсюду стоят вазы с бордовыми розами, потому что по мере раскрытия нота розы себя здесь тоже проявляет. Нюанс винила по мере раскрытия уже становится не таким заметным, а вот копченость некоторая в аромате все-таки присутствует от и до. Скорее уже больше древесная дымность. Здесь все-таки есть. Ну и, конечно, береза. Березовый деготь, вот это крепкое красное вино и виноградный жмых. То есть это для меня уже виноград в его переработанном виде. Это виноград уже высохший, из которого весь его сок уже собрали. И осталась вот эта терпкость и нюанс подбродивших ягод. Очень интересный, необычный аромат с нотой винограда. В первую очередь для тех, кто хочет расширить свой парфюмерный кругозор, познакомиться с нотой винила в парфюме, с интересным прочтением ноты красного вина. В общем, если любите такие нетривиальные, редкие композиции, то, конечно же, познакомьтесь с этим парфюмом. Но будьте осторожны, очень яркий, очень насыщенный аромат. Покупать вслепую не рекомендую, начните вот с такого пробника. Но аромат меня, конечно, впечатлил, он очень необычный.
Пишите в комментариях, какие у вас любимые ароматы с нотой винограда, а также что думаете об ароматах из моей подборки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также смотрите мои предыдущие видео о различных интересных парфюмах. Не забывайте использовать мои промокоды, мне будет очень приятно. Всем спасибо, кто был со мной. С вами была Даша. Всем пока.